Сегодня, как всегда, интересное и полезное видео. Если вы хотите увидеть идею, которую еще ни у кого не видели, то вы попали на правильный канал. Здравствуйте, друзья! Привет! Без лишних слов, поехали! Обычные маленькие PET-бутылки из-под воды по 200 мл. Не стал их выбрасывать, использую их. Убрав этикетки, обмотаю 1-2 слоя малярным скотчем. Удобнее было бы использовать для кривых поверхностей более узкий скотч, но у меня такого нет. Ничего страшного. Со второй бутылкой сделаю то же самое. Далее пойдет слой прозрачного скотча. Обматываю как донце, так и стенки. Стараюсь сделать все, конечно же, ровненько. Далее мне понадобится каркас. Можно его сделать из чего угодно. Картон, деревяшка, оргстекло, да и вообще из чего угодно. У меня под рукой был кусок арголита. Мне нужна толщина 6 мм примерно. И как раз два отрезка арголита в сумме по толщине дают именно 6 мм. Отлично. Скрепляю их между собой малярным скотчем, эти две половинки. Все разглаживаю. Поверх малярного скотча решил попробовать строительную стрейч-пленку. Пищевой не было, она намного тоньше, но ничего страшного, это не критично. Далее идет снова прозрачный скотч. По большому счету, можно было бы обойтись и вообще без стрейч-пленки. Просто использовать скотч. Он нужен из-за его маленькой адгезии. Надеюсь, правильно сказал. Хорошо склеивается между собой при намотке внахлёст, делая весьма приличную герметичность. Для последних деталей цилиндрической формы понадобятся оправки. Один цилиндр диаметром где-то 8-9 мм, а второй 4-5 мм. С ними все то же самое, малярный скотч поверх прозрачный. Малярный нужен для небольшого утолщения детали и сглаживания поверхностей. Прозрачный нужен для легкого снятия заготовки с оправки. Ну вы сами все скоро увидите. Следующим этапом приготовлю обмазку. Своего рода разделитель. Самый дешевый, простой и доступный. Использованные, но не до конца, свечи отлично подойдут для этого. В обрезок алюминиевой банки сливаю все свечки. Сначала строительным феном я пробовал. Греть над тарой. Но это оказалось весьма долго, а с учетом количества всех свечек, это вообще уснешь. Взял газовую горелку с баллончиком и грел свечки партиями. Намного быстрее и удобней. Теперь обычной кистью наношу расплавленный парафин на заготовки. При нанесении он буквально за секунду остывает, соприкасаясь с холодной поверхностью заготовки. Достаточно одного слоя, и даже лучше делать один, так как при нанесении второго теплый парафин на кисти успевает частично и местами расплавить первый нанесенный слой, и равномерность слоя страдает. Также наношу парафин и на остальные заготовки. Как показала практика, использовать удобнее цветной парафин. Становится намного заметнее непокрытые места на заготовке. Но прозрачный тоже подходит. Когда парафин остывает, он становится матовым. И хоть немного хуже, но все же все видно. На скотче слой парафина или воска держится хорошо, не шелушится и не отскакивает. Подготовлю рабочее место, чтобы было все чистенько и не изгадить верстак. Ведь всегда приятнее работать и заниматься любимым делом в чистоте. На арголит также наклеил скотч. Его потом легко снять, а арголит останется жив. И его можно использовать будет еще где-то. Все, пора все подготовить для заключительного этапа. Весы взял у жены, кухонные. Тару для смешивания. У меня это баночки из-под морской капусты. Люблю ее. Самая дешевая эпоксидка. Стеклоткань в рулоне, чуть позже покажу ее ближе. Также кисть для нанесения, растворитель и тряпочка. Все равно что-то придется протереть, где-то капнет и тому подобное. Эту эпоксидку я обычно замешиваю по весу, в соотношении 10 к 1. Можно обойтись и без весов, смешивать по объему. Тогда соотношение для нее будет 9 к 1. Желательно соблюдать пропорции, от этого зависит скорость полимеризации, хрупкость и пластичность застывшей смолы, а следовательно и качество конечного результата. Размешивать необходимо в 2 тарах с переливом для максимального перемешивания. Возле дна у стенок может остаться непромес, и смола не полимеризуется на заготовке. Уже был печальный опыт. Смола не застывает очень долго, ко всему липнет, приходится все переделывать. Ну, и понеслась. Зажал для удобства в тиски и наношу смолу и стеклоткань. Чтобы было сподручней, я порезал ее на небольшие кусочки. В зависимости от того, какая необходима прочность, варьируется количество слоев. Я делаю обычно 2-3 слоя с промазкой между ними эпоксидкой. Эта стеклоткань плотностью примерно 150 грамм на квадратный метр. На всякий случай вытащил, если понадобится еще, стеклоткань и стекломат плотностью 300 грамм на квадратный метр.
В рулоне, конечно же, намного удобнее пользоваться, но все зависит от того, что ты делаешь. Стеклоткань от стекломата отличается расположением волокон. В стекломате они расположены хаотично, небольшими отрезками, а в стеклоткани сплетены, как в обычной ткани. По такой технологии можно сделать практически все, что угодно, начиная от конструкций кожухов различных корпусов и заканчивая ваннами, яхтами, кузовными деталями машин. Сформировать абсолютно можно все. Вообще технология это очень интересно. Превосходная прочность, легкость изготовления, дешевизна, огромное преимущество никакой коррозии, водостойкость, полная пожаробезопасность, большой интервал температур использования, легкость ремонта готового изделия, малый вес и очень хорошая долговечность. Короче, преимуществ целая куча, а самое большое и важное из них – это возможность применения этого материала и метода изготовления в мастерской, своими руками, в домашних условиях. Таким образом, я делал и монитор на приборку УАЗика Патриот, и кофр на запаску, и даже колпак на лодочный мотор. С другом в сильный шторм потеряли колпак на озере. Штормило нас тогда сильно. Колпак получился даже лучше, чем заводской. Так все на сушку. Сушить смешанную смолу лучше в проветриваемом помещении. Необходимо использование перчаток. Я без, так как снимать видео неудобно. Применять такую технологию для вещей, соприкасающихся с продуктами питания, к сожалению, нельзя. После полимеризации состава смола не токсична и не огнеопасна. Я для ускорения сушу вот под такой лампой. Расстоянием регулирую температуру. Надо, чтобы и заготовки тепленько было, и сильно не превышать температуру, чтобы не расплавить парафин под слоем стеклоткани. Снятие очень простое. Всего лишь прогреть до расплавления парафина заготовку, вытащить оправку и все. Выходит очень легко. Главное одевать перчатки, а то слишком тепленько. Останется под размер обрезать заготовки, может быть немножко подшкурить и готово. Сейчас все подрежу, на конце сделаю скругление также стеклотканью. И все это соберу. Показывать, как я это делаю, уже не буду, покажу конечный результат. Покрашу, наверное, в сочный оранжевый цвет. В зависимости от необходимости поверхность можно покрасить. Или выровнять шпатлевкой, а потом уже покрасить. Можно покрыть чем-либо. Я пробовал полимерной антигравикой. Получается просто супер. Можно посмотреть на канале видео про второй наш из Пилы 2. Ну вот, и тут кончилась оранжевая краска. Будет другая. Ребята, как всегда, самая большая благодарность для меня – это ваш лайкос, подписка и колокольчик. Загляните в описание под видео. Там все полезные ссылки, где, что, как и так далее. Может пригодиться. Самоделка очень простая, полезная, дешевая. Даже странно, почему такое не делают производители. Может, теперь начнут. Теперь все, что необходимо для бензопилы, в одном флаконе. Отличная идея воплощена в жизнь. Технология изготовления проста и доступна. Защитный кофр для цепи, смазка и топливо, ключ и заточной напильник. Удобно приносить и хранить. Ничего не надо искать. Все в одном месте. Просто взял и пошел. Друзья, здоровья и добра вам и вашим близким. Спасибо огромное, что смотрели это видео, за ваши оценки и комменты. До встречи на канале. Скоро увидимся. Пока-пока.